Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Вот мои ногти, я их относила 3 недели, все с ними отлично. Посмотрите, как хорошо носится укрепление, кстати, акригелем. Обычно у меня ничего не носится. На мизинчике тестировала матовый топ, точнее просто смотрела его матовость и наносила его на глянцевый топ незабавленный, поэтому вот так вот он дал отслойки. Снимаю я покрытие твердосплавной фрезой на 30 тысячах оборотов. Обязательно снимаю до тонкой подложки, но немного оставляю материала на торце, чтобы исключить сколы и отслойки, ну и, конечно же, оставить мое укрепление, так как мне его чаще всего хватает на 2 раза. То есть я укрепляю не каждый раз, а через раз. Вот так мои ноготки выглядят до опила форм. Потом я беру пилочку. Пилки я, кстати, использую как вот такие обычные, так и со сменными файлами. Люблю работать и теми, и другими. У каждых из них есть свои плюсы, поэтому какая под руку попалась, такой и работаю. Довыравниваю пилочкой все неровности после снятия. Это делается очень быстро, просто в несколько движений. Стряхиваю пыль и смотрю, чтобы не было никаких провалов и чтобы обязательно мой овал нигде не провисал. То есть обратите внимание, я подставляю пилку и заостряю на этом внимание. Так опиливаю форму всех ноготков. Посмотрите, нет никакой лишней толщины. Ногти выглядят хорошо, но в то же время они все еще укреплены моим акригелем. Так что будем сегодня работать с таким. Берем нашу волшебную апельсиновую палочку и начинаем открывать карман. Именно открывать карман, а не подвигать кутикулу. Это очень важно. И всем советую обязательно попробовать работать именно с апельсиновой палочкой. Во-первых, это удобно, мы ей поработали и выкинули. То есть на каждого клиента своя палочка. Чем больше у вас будет одноразовых каких-то инструментов, тем лучше. Здесь у меня выполнен чистый аппаратный маникюр, без режущих инструментов. Моей кутикуле он отлично подходит. И вообще, в последнее время я очень часто делаю себе аппаратный маникюр. Вот так он выглядит. Посмотрите, нет никаких заусенцев. И сегодня будем наносить эко-базу от Mystique. У меня в моей работе есть еще обычная база. Я ей пользуюсь очень давно, уже порядка 2 лет. Посмотрите ее консистенцию, средняя, приятная. Носится она отлично на коротких ногтях и ногтях средней длины. Базу, которой я сегодня буду работать, она с приятным хвойным ароматом, и хочу немножко вам о ней рассказать. У нее идеальная консистенция, она отлично подойдет для выравнивания, потому что очень быстро самовыравнивается. И кто меня спрашивал про базу с пониженной кислотностью, вот это она. В ней очень маленькое содержание кислоты, и поэтому она практически не печет в лампе, то есть подойдет для ломких, ослабленных ногтей, но ее нужно наносить только на короткие ногти, потому что она мягкая. Еще она очень классно снимается, в следующих видео посмотрим. Камуфляж, который я сегодня буду использовать, это моя новая любовь. Камуфляж называется лилак. Вы только посмотрите, какой у нее красивый сиреневый оттенок. Вот мой ноготь. Я пододвигаю кутикулу пушером и покажу вам, как она выравнивается. Честно скажу, я ей уже поработала перед тем, как наносить на себя. И сначала я промазываю тонкий слой, и потом кисточкой прокрашиваю под кутикулой. Это нужно для того, чтобы, когда мы уже выровняем ноготок, ничего нам не прокрашивать, и покрытие смотрелось, как будто бы оно под кутикулой. Ставим небольшую каплю и начинаем подталкивать к кутикуле, а дальше распределяем движениями такими же, как мы делаем градиент. Все очень быстро, просто. Посмотрите, как она хорошо самовыравнивается. И еще, девчонки, посмотрите, какая у нее плотность. Вы же видите, как я мало взяла материала, но такая плотность шикарная, что можно сделать и удлинение ногтевого ложа. Кстати, сегодня будем рисовать френч, все очень давно просили. И у меня нет видео френч на овале. База после полимеризации практически не имеет остаточной липкости, что не может не радовать. В лампе пекло совсем чуть-чуть, где-то на 7 секунде. Очень понравилось с ней работать. Вот так она выглядит. И еще немаловажное — это белый цвет.
хочу рассказать вам, чем же отличается белый цвет под номером 1 и под номером 112. Слева под номером 1 и справа под номером 112. У них абсолютно разное назначение. Один белый, классический, а другой холодный белый. Френч люблю рисовать именно холодным белым цветом номер 112. Это просто бомба. Девчонки, у кого нет такого цвета, обязательно себе приобретите хотя бы один флакончик. Френч мы рисуем всегда длинной кисточкой, она хорошо ведет линию, и поэтому нет никаких неровностей в френче. Сейчас нарисуем быстренько схемку с вами френча. Делим ноготок на 8 частей, делим 3 раза и каждую часть делим пополам. И так у нас получается 1/8. Это идеальная толщина для френча на овале. Так ваше ложе будет удлинено, и в то же время френч не будет слишком тонким или слишком толстым. Запомните эту схемку, обязательно ей пользуйтесь, это вам поможет. Усики у нас будут доходить до середины ногтевой пластины, но мы их сначала не прорисовываем, а френч мы скругляем по линии нашей кутикулы. То есть если кутикула более квадратная, также скругляем. То есть у вас оно должно получиться как зеркальное отображение. Я уже разметила, 1/8 я отмерила, поставила маленькую крошечную точечку. И переворачиваю ноготок свой и рисую сначала с одной стороны. Рисую такую линию, чтобы она повторяла изогнутую линию моей кутикулы. И помните, да, что мы до середины сразу не доводим, так как нам нужно вывести френч в тоненькую-тоненькую иголочку, чтобы не было такого обрыва, как будто мы туда с вами положили бревно. Посмотрите, если вдруг вам не нравится, вы всегда можете подправить. Если вам нужно убрать, просто смочите кисть в обезжиривателе, например, овальную, и подотрите там, где вы заехали немножко. Если вы нигде не заезжали, то вот, пожалуйста, просто нарисовали. На себе, кстати, френч рисовать очень сложно, но я очень старалась, поэтому надеюсь, вы поддержите меня лайками. Итак, рисую, отмечаю высоту. Помним, да, что до конца мы не доводим, так как нам нужно будет вывести потом тонкую-тонкую линию. Поэтому старайтесь делать френч с первого раза, рисуйте себе схемку и потом просто заполняем наш френч белым гель-лаком. Кстати, я всегда заполняю от середины, начиная, и ухожу к краешкам. Точнее, ухожу к своим усикам, как бы. Это все для того, чтобы на усах моего френча не было никакого скопления большого гель-лака. Берем нано-топ. У меня еще в работе есть топ-глосс. Они оба без липкого слоя, но нано-топ – это топ антицарапка. И хотелось бы отметить такой небольшой моментик, что с этого белого гель-лака, с этого холодного белого гель-лака нужно обязательно снимать липкий слой перед тем, как вы хотите покрыть его топом. Ну, такая вот особенность у него. Мне она в работе не мешает, очень люблю этот лак. Итак, наносим топ сначала тоненьким слоем, и потом уже распределяем небольшую каплю. Делаем выравнивание для того, чтобы убрать переход от френча. Будем еще использовать сегодня 2 вот таких гель-лака. Красивый зеленый изумрудный цвет. Очень красивый, под номером 102. И вот такой вот цвет, который называется Мисс. Ягодный, и он очень интересный по своей текстуре. Он плотный и очень, я даже не знаю, как сказать, пластичный. В общем, очень хорошо ложится на ноготок. Я уже выкрашивала все цвета, и в дальнейшем вам обязательно все их покажу. На 2 ноготочках мы рисуем вот такие вот овалы. Дальше кисточку смачиваем в обезжиривателе или, как в моем случае, в спирте. Прижимаем и делаем вот такие вот разводы. Лишнее всегда можно вытереть. Просушиваем. Далее наносим зеленый цвет. Также овальчиками небольшими. Точнее, на одном ноготке у меня овал побольше, а на другом поменьше. Для того, чтобы скомбинировать 2 цвета. Кстати, 2 цвета я подбирала сама, мне очень нравится это сочетание. И делаем такие же разводы с другой стороны. Так как у нас база камуфлирующая, свой ноготок у нас не просвечает. В общем, все смотрится очень красиво и эстетично. Вообще мы рисуем абстракцию, то есть никакого абсолютно у нас здесь нет смысла
Такие дизайны сейчас очень модны. И еще я нарисовала вот такие вот белые полоски для того, чтобы наш дизайн подходил к френчу. Далее берем черную гель-красочку и нашей щеточкой старенькой мы ставим вот такие вот небольшие точки. Очень просто, но они добавляют какую-то изюминку. Следующим этапом мы с вами берем сусальное золото или поталь, кто как его называет, но хочу сказать, что многие спрашивали, как оно носится и как его наносить. Я беру базу, абсолютно любую, в нашем случае это наша эко-база, и промазываю тонюсеньким слоем, просушиваю, и именно на липкий слой я выкладываю эту фольгу. Маленькие кусочки, которые я оторвала заранее просто на пальце. Апельсиновой палочкой отрывала эти кусочки. И также вы можете регулировать интенсивность, то есть добавить совсем немного или чуть-чуть побольше. Я взяла среднее такое количество на свой вкус. Добавила, и теперь нам осталось только перекрыть его топом. Ничего не просушиваем, мы уже в липкий слой его втоптали, придавили палочкой апельсиновой или пальчиком, ничего страшного. И топ мы обязательно наносим с выравниванием, то есть я сначала также промазываю тонким слоем наш ноготок, потом беру небольшую каплю и выравнивание делаю. Как же правильно подпиливать торцы? Посмотрите и обратите внимание, я завожу пилочку под ноготок обязательно. Не пилю торцы перпендикулярно, обязательно пилку заводите под ноготь. У вас не должны быть такие пустые, жирные, толстые торцы, чтобы все видели толщину вашего маникюра. Если вы так подпилите, нанесете масло, сходите, помоете ручку, у вас получится идеальный маникюр, никакой толщины. И самое главное, что дает вам опил уже в самом-самом конце, это четкая форма. На момент записи звука к этому видео, все, наверное, знают уже, что звук я записываю в конце, с маникюром я проходила уже 1,5 недели, и блеск у топа просто шикарный. Мне он очень понравился. Действительно, мелкие царапины с него уходят. То есть мы сейчас не говорим о царапинах, которые сделаны пилкой, например, а именно такие бытовые царапины. В общем, всем советую попробовать. Всем, кому видео было полезным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!